В сверкающем офисе престижной инвестиционной корпорации Falcon Royce Capital царила атмосфера холодного высокомерия. Здесь правили статус, бренды, родословные и связи. Мужчины в костюмах за $1000 и женщины в дизайнерских нарядах шли по коридорам с видом людей, уверенных в своей неприкасаемости. За стеклянными перегородками кабинетов текли сделки на миллионы, а в воздухе витал аромат дорогого кофе и эспрессо с экзотических плантаций. Никто не обращал внимания на пожилого мужчину в серой униформе с тележкой и ведром. Его звали Эдгар Милтон. Он приходил рано утром и задерживался допоздна, подметая полы, вытирая столы, убирая за теми, кто считал себя намного выше него. Некоторые сотрудники, особенно молодые финансисты с завышенным самомнением, насмехались над ним. Один регулярно ронял бумаги и проливал кофе по случайности, наблюдая, как Эдгар будет убирать. Другие отпускали язвительные шуточки о стариках не на своем месте. Но Эдгар никогда не отвечал. Он молча выполнял свою работу с легким кивком и бесконечным терпением. И только иногда, когда офис пустел, он задерживался у рабочих столов, внимательно глядя на документы, мониторы, открытые презентации и отчеты. Никто не знал, что Эдгар Милтон был одним из сооснователей Falcon Royce Capital. Много лет назад он вместе с другом и партнером Джулианом Ройсом создавал компанию с нуля. После внезапной смерти Джулиана его семья, при поддержке совета директоров, фактически вытеснила Эдгара, используя пробелы в учредительных документах и юридические уловки. Ему оставили лишь символическую долю акций и мнимое обещание компенсации. Эдгар не стал судиться. Он исчез из поля зрения, сменив имя и вернувшись уборщиком. 3 года он терпел, наблюдал, собирал информацию. Он знал каждое слабое место, каждую махинацию, каждую подпись. А затем наступил тот день. Утром в холле появился не скромный уборщик, а седовласый мужчина в строгом темно-синем костюме. С ним были юристы. У него в руках были документы, подтверждающие, что он приобрел контрольный пакет акций, благодаря тщательно подготовленной серии сделок через подставные компании. На бумаге он значился как новый владелец компании. Имена увольняемых прозвучали без эмоций: Лэнс Хадсон, Марк Делрой, Саманта Вейл. Те, кто смеялся последними, теперь мямлили извинения и клялись в уважении. Но Эдгар не кричал, не мстил. Он смотрел прямо, спокойно, с достоинством. Иногда тот, кого вы не замечаете, знает о вас все. И иногда у него в руках вся власть. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.